Всем привет! Вы на моем канале Вернита Вязание. Как вы уже видите, трендовая песня про бобра не прошла мимо меня и вдохновила на создание вот такой вот милой игрушки. Бобренок вяжется спицами. Вот так он выглядит со всех сторон. Верхние лапы у него двигаются. И также я добавила аксессуар, шарфик ему. Сейчас расскажу, что нужно для того, чтобы его связать. Для вязания игрушки нам понадобится 3 оттенка одного вида пряжи. Это мех норки, вот такая тоненькая нить. Буду вязать 2 нити, соединяя разные оттенки между собой. И для шарфика нам еще понадобится белая нить. Я буду использовать пух норки в одну нить. Состав данной пряжи это нейлон, и в одном моточке 50 грамм на 300 метров. Вот такой вот набор я приобретала на Валбересе. Артикул я сейчас вам на экране выведу и также напишу его под видео. Также нам понадобятся чулочные спицы 2 мм и обычный крючок. Еще для игрушки нужны будут глаза. Я использовала глаза 6 мм в диаметре. И еще понадобится носик. Можно слепить, как и я, из легкого пластилина его, либо приобрести, или же в дальнейшем просто вышить носик на игрушке. Теперь приступим к вязанию вот такого вот милого бобренка. Игрушку начнем мы вязать с головы. Для этого нужно соединить одну нить белую и одну рыжую. Отмотаем небольшой конец, и на 3 спицы нужно набрать 9 петель по 3 петли на каждую. Итак, набираем. У меня сразу 2 петли образуются, и третью набираю. Подставляю вторую спицу и на нее набираю 3 петли. 1, 2, 3. Далее подставляю третью спицу и также набираю 3 петли. 1, 2, 3. И в конце завязываем с вами узелок. И соединяем теперь наше вязание в круг. Теперь вяжем первый ряд по кругу лицевыми. Сначала провязываем 3 петли лицевыми с первой спицы. Переходим на вторую. И также провязываем 3 петли лицевыми. Далее переходим на третью. И тут также вяжем 1 лицевая, 2 лицевая и последняя лицевая. Далее вяжем второй ряд также по кругу лицевыми. Далее в следующем третьем ряду нужно будет сделать по 2 прибавки на каждой спице через одну петлю. 1 лицевая и делаем прибавку в виде колечка. Накидываем 2 лицевая и снова делаем прибавку. И лицевая. И так нужно прибавить еще на второй и на третьей спице. Теперь у нас на спицах 15 петель. Следующий 4-й ряд мы вяжем по кругу лицевыми. Далее нужно будет отсоединить белую нить, оставить рыжую и вместо белой добавить вот такую темно-коричневую нить и вязать уже с другим цветом. Также по кругу 5-й ряд вяжем лицевыми. В следующем 6-м ряду будем снова прибавлять через одну петлю. 1 петля лицевая и далее прибавка идет в виде колечка опять. 2 снова лицевая и снова прибавка. Следующая снова лицевая и третью прибавку делаем. Снова лицевая и 4-ю прибавку. И последняя лицевая. Все, мы сделали прибавки на первой спице, также прибавляем на второй и на третьей.
Я отвязала ряд с прибавками до конца. На каждой спице по 9 петель, всего 27. И следующий 7 ряд вяжем по кругу лицевыми. В следующем 8 ряду мы будем делать прибавки, провязывая 2 лицевые, прибавка, 2 лицевые, прибавка. И так чередуем, вяжем до конца ряда. Итак, провязываем сначала 2 лицевые, 1, 2, и делаем прибавку колечком. Снова 2 лицевые, 1, 2, прибавка. Снова 2 лицевые, 1, 2, прибавка. Продолжаем так вязать до конца ряда. В конце ряда остается 1 петля после прибавки, и ее провязываем лицевой. Теперь у нас на спицах 40 петель, и следующие ряды вяжем просто лицевыми по кругу, нужно связать 15 рядов. Я провязала 15 рядов, в следующем мы будем делать убавку, провязывая 5 лицевых, убавкой чередуем. Итак, вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. И делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Так мы убавили. Далее снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так как у меня тут 1 петля осталась, я сейчас ее перенесу на другую спицу. И сделаю убавку. Провяжу 2 вместе лицевой за задние стенки. И снова 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Далее снова убавляем и продолжаем так вязать до конца ряда. Я довязала ряд с убавками до конца. Далее мы вяжем по кругу лицевыми без убавок. Следующий ряд на спицах 35 петель. После в следующем ряду снова будем делать убавки, провязывая 3 лицевые, убавка, 3 лицевые, убавка. И так чередуя вяжем до конца ряда. Итак, провязываем 1 лицевая, 2, 3 и делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Провязали, снова 3 лицевые, 1, 2, 3 и опять делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Все, продолжаем так вязать, чередуя до конца ряда. Итак, я довязала ряд с убавками до конца. Следующий ряд вяжем просто по кругу лицевыми. На спицах 27 петель. Далее в следующем ряду будем делать снова убавки, провязывая 2 лицевые, убавка, 2 лицевые, убавка. И так чередуем, вяжем до конца ряда. Итак, 2 лицевые вяжем, 1, 2 и провязываем 2 вместе лицевой. Убавили, снова 2 лицевые, 1, 2 и снова убавка. Продолжаем так вязать, чередуя до конца ряда. Ряд с убавками я довязала. Следующий вяжем просто по кругу лицевыми, и он последний. Итак, я довязала ряд до конца. Теперь нужно отрезать нить, оставив небольшой конец, и переснять оставшиеся петли на данную нить. Провязываю я как лицевую петлю и нить вытаскиваю. И петельку снимаю. Снова провязываю как лицевую, нить вытягиваю, петельку снимаю. Продолжаем так снимать, пока не снимем все петли на данную нить. Итак, петли все я пересняла, но утягивать я пока не буду для того, чтобы вставить сначала нам глаза в нашу голову. Итак, вот таким образом я расположила глаза, далее их закреплю сзади специальными заглушками, и теперь нам нужно будет наполнить нашу голову наполнителем. После того, как вы заполнили голову, отверстие нужно будет стянуть и завязать узелок. И при помощи крючка нить убрать вовнутрь. И далее приступим к формированию нашей мордочки. Для этого нужно взять иголку. Я вставила темно-коричневую нить в одну нить. И дальше мы будем делать стежок на нашей мордочке. Вставляем иголку снизу и вывожу в центр.
Кончик нити я оставляю и делаю вот такой вот стежок вниз. И снова в то же место, куда мы вставляли иголку, выводим в центр и подтягиваем. И делаем еще раз стежок вниз и в центр. Далее, где у нас начало стежка, мы иголку вставляем и выводим под глазиком. Далее выводим под вторым глазиком. И снова выводим вниз. Я уже в середину головы ввожу. И чуть-чуть подтягиваем. Далее я хочу сделать еще улыбку вот здесь внизу. Также стежком. Далее вывожу нить вот сюда в середину и завязываю узелок. Далее нить нужно будет отрезать. И осталось нам еще приклеить наш носик. Если у вас нет носика, его можно вышить черной ниткой. Теперь нам нужно связать ушки нашей игрушки. Для этого я взяла темно-коричневую нить, 2 нити, и будем вязать на 2 спицах. Нужно набрать 10 петель. Набираем. Набрали и в конце завязываем узелок. И вяжем с вами первый ряд лицевыми. Первую я снимаю и далее вяжем лицевые. И последнюю я провязываю изнаночной. Переходим на изнаночную сторону и здесь вяжем петли изнаночной. Первую снимаю и далее провязываю изнаночными. В конце последняя также изнаночная. Снова поворачиваю на лицевую сторону. И сейчас возьму ножницы и отрежу нить, оставив небольшой конец. И далее нужно все петли переснять на эту нить. Первую я вытягиваю сразу вот так вот. А далее вяжу лицевыми и вытягиваю. И петлю снимаю. Снова провязываю как лицевую, вытягиваю, снимаю. И так со всеми петлями. Далее я беру нить от наборного края и нить, на которую мы пересняли, и завязываю между собой узелком потуже. А можно 2 сделать узелка. И еще решила сделать 3. Все, наше ушко готово, а второе вяжется аналогично. Теперь, когда наши ушки готовы, их нужно будет пришить. Я взяла также темно-коричневую нить с иголкой и вот сюда вот сзади пришью одно ухо и сюда второе. Теперь голова у нас полностью готова. Далее приступим к вязанию туловища. Вязать будем на 3 спицах. Нужно набрать 30 петель, по 10 петель на каждую спицу. Вязать я буду снова в 2 нити. Одна светло-коричневая и темно-коричневая. Итак, набираем. Набрали и в конце завязываем узелок и соединяем наше вязание вот так вот в круг.
Теперь берем четвертую спицу и вяжем по кругу первый ряд лицевыми. Все, продолжаем так вязать на первой, на второй и на третьей спице до конца ряда. Я довязала первый ряд до конца, и еще 2 ряда нужно связать по кругу лицевыми. Так, я провязала 2 ряда. В следующем 4 ряду будем делать прибавки, провязывая 5 лицевых, прибавка, 5 лицевых, прибавка. Так чередуем, вяжем до конца ряда. Итак, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем прибавку в виде колечка. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Продолжаем так вязать, чередуя до конца ряда. Ряд с прибавками я довязала. На спицах у меня 36 петель. И далее вяжем по кругу 5 рядов лицевыми без прибавок. Итак, я провязала еще 5 рядов лицевыми. В следующем ряду мы будем делать прибавку. Но делать будем на второй спице. На первой и на третьей прибавлять не будем. Там просто вяжем лицевыми. Итак, провязываем сначала все петли с первой спицы. Переходим на вторую и здесь будем прибавлять, провязывая 3 лицевые, прибавка, 3 лицевые, прибавка. Итак, 3 лицевые, 1, 2, 3 и делаем прибавку в виде колечка. Далее снова вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3 и делаем вторую прибавку. Опять 3 лицевые, 1, 2, 3 и делаем третью прибавку. И снова провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3. Переходим на третью спицу и здесь провязываем просто лицевыми до конца ряда. Итак, я довязала ряд до конца. И далее мы вяжем по кругу лицевыми без прибавок. Нужно связать еще 20 рядов. 20 рядов я провязала. Далее в следующем ряду будем уже убавлять. Провязываем 4 лицевые, далее убавка 2 вместе. Снова 4 лицевые, 2 вместе. И так чередуя вяжем до конца ряда. Итак, вяжем сначала 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И делаем снова убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Продолжаем так вязать до конца ряда. В конце после убавки останется 3 лицевые петли. Их провязать лицевыми. Я довязала ряд с убавками до конца. Следующие 2 ряда мы вяжем просто по кругу лицевыми без убавок. На спицах сейчас 33 петли. 2 ряда лицевыми я провязала. В следующем будем делать убавки, провязывать 3 лицевые и убавка, 3 лицевые и убавка. Так чередуем до конца ряда. Итак, вяжем сначала 3 лицевые и делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3 и делаем убавку. И продолжаем так вязать, чередуя до конца ряда. Ряд с убавками я довязала до конца. На спицах сейчас 27 петель. И следующий ряд мы вяжем просто лицевыми. После мы снова будем делать в следующем ряду убавки, провязывая 2 лицевые, убавка, 2 лицевые, убавка. И так чередуя вяжем до конца ряда. Итак, вяжем 2 лицевые. 1, 2. Далее убавка, 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова 2 лицевые. И снова делаем убавку. Продолжаем так убавлять до конца ряда. Я довязала ряд с убавками до конца. В конце осталось 3 лицевые. И следующий ряд мы вяжем по кругу лицевыми без убавок.
Итак, я провязал последний лицевой ряд. Далее нам нужно все петли переснять на нить. Нить я уже отрезала. Вот, и мы сейчас будем провязывать как лицевую и нить вытягивать. И далее эту петлю снимаем. Вторую также провязываем как лицевую, нить вытягиваем, петлю снимаем. И проделываем так со всеми петлями на 3 спицах до конца. Итак, все петли я пересняла на нить. Далее мы утягиваем наше отверстие и делаем узелок. Все, затянули. Далее при помощи крючка нить убираем вовнутрь. Вот такое туловище у нас вышло. Это низ туловища, это верх будет. И через верх мы сейчас наполним его наполнителем. Далее при помощи крючка и нити от набранного края я обойду наше отверстие и потом затяну. Если у вас не осталась такая нить, то нужно присоединить просто новую. И вот так вот стежками при помощи крючка вставляю в край, нить вытягиваю и так по кругу прохожусь. Продолжайте так до конца. И потом в конце мы утянем. Итак, я обошла по кругу. И теперь мы затягиваем наше отверстие. И далее завязываю узелок. Кончик нити потом убираем вовнутрь. Все, наше туловище теперь готово. Попробую приложить голову. И далее мы приступим к вязанию верхних лапок. Верхние лапки я буду вязать на 2 спицах. Нужно набрать 10 петель, по 5 петель на каждую спицу. Вязать я так же, как и туловище, буду 2 нити, одна бежевая и другая темно-коричневая. Итак, набираем сначала на одну 5 петель. У меня сразу 2, 3, 4, 5. И подставляем сейчас вторую. И также набираем 5 петель. Если кому неудобно на 2 спицах, можно вязать на 3, но распределите там петли на 3 спицы. Итак, еще набрала 5 петель, завязываю здесь узелок в конце. Все, соединяем сейчас наши 2 спицы. И будем вязать по кругу первый ряд лицевыми. Так, берем 3 спицу и провязываем. Петли лицевыми с 1 спицы. Провязали, переходим далее на 2 спицу и тут тоже провязываем 5 петель лицевыми. Все, провязали и продолжаем так вязать по кругу лицевыми. Нужно связать 10 рядов. Я провязала 10 рядов. Далее отрезала светло-коричневую нить и присоединила еще вторую темно-коричневую нить. И теперь нужно связать по кругу на 5 рядов уже вот темным цветом. Также провязываем сначала с 1 спицы 5 петель. Далее переходим снова на 2 и также провязываем тут 5 петель. Так, провязали. И далее вяжем еще 4 ряда темным цветом. 5 рядов темной пряжи я провязала. Далее нить нужно отрезать и все петли переснять на данную нить. Также провязываем как лицевую. Нить вытягиваем, петлю снимаем. Как лицевую провязываем, нить вытягиваем и петлю снимаем. И так далее. Продолжаем переснимать все петли с 1 и 2 спицы. Далее мы затягиваем наше отверстие плотно и делаем узелок.
При помощи крючка нужно убрать нить вовнутрь. Лапку наполнителем набивать не нужно. И вторую мы лапку вяжем аналогично. Теперь приступим к вязанию нижних лапок. Также буду я вязать на 2 спицах. Нужно набрать 16 петель, по 8 петель на каждую спицу. Итак, набираем. Все, набрали. В конце завязываем узелок. Соединяем теперь круг вязания и вяжем по кругу 10 рядов, как мы вязали в верхних лапках. Я провязала 10 рядов. Далее, так же как и в верхних лапках, я отрезала бежевую нитку и присоединила вторую темно-коричневую. И теперь темным цветом, так же как и в передних лапках, вяжем по кругу лицевыми. Нужно связать 5 рядов также. Я связала 5 рядов темной пряжей. Далее в следующем ряду нам нужно сделать немного убавок. Провязываем 2 лицевые, убавка. Итак, вяжем 2 лицевые и делаем убавку, провязывая вместе лицевой за задние стенки. Снова вяжем 2 лицевые. 1, 2. И опять сделаем убавку, провязав 2 лицевые вместе за задние стенки. Переходим на вторую спицу. И тут точно так же. Вяжем 2 лицевые. 1, 2. И делаем убавку, провязывая снова 2 вместе лицевой за задние стенки. Опять 2 лицевые. 1, 2. И снова делаем убавку. Далее нужно будет отрезать нить. Я вот уже ее отрезала. И переснять все петли с первой и второй спицы на данную нить. Снова провязываем как лицевую. Нить вытягиваем, петлю снимаем. И продолжаем так переснимать все петли. Я пересняла все петельки и теперь утягиваю. Далее завязываю узелок. Все, зафиксировали. При помощи крючка нить убираем вовнутрь. Вот у нас нижняя лапка готова. Ее тоже наполнять не нужно. Вторая вяжется аналогично. И теперь вяжем последнюю деталь нашего бобренка, это хвост. Также будем вязать на 2 спицах. Нужно набрать 12 петель, по 6 петель на каждую спицу. И вязать по кругу лицевыми. Вот я уже узелок тут завязала. И соединяем в круг вязания и вяжем по кругу. Итак, провязываем с первой спицы сначала 6 петель. Провязали, переходим на вторую и тут тоже провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова переходим на первую спицу и вяжем так по кругу 15 рядов. Итак, я провязала 15 рядов. Далее в следующем ряду нужно будет сделать прибавки. Прибавлять будем, провязывая 2 лицевые, прибавка, 2 лицевые, прибавка. И так чередуем до конца ряда. Итак, вяжем сначала 2 лицевые. 1, 2. И делаем прибавку в виде колечка. Снова 2 лицевые. 1, 2. И делаем прибавку. Еще 2 лицевые. 1, 2. И еще одна прибавка. Далее переходим на вторую спицу. И тут точно так же повторяем. Вяжем 2 лицевые. 1, 2. Прибавка. Снова 2 лицевые. 1, 2. Прибавка. И последние 2 лицевые.
Раз, два и прибавка. Далее вяжем по кругу лицевыми без прибавок 7 рядов. Итак, я провязала 7 рядов лицевыми. В следующем мы будем делать убавки. Провязывать 2 лицевые, убавка, 2 лицевые, убавка. И так чередуем, вяжем до конца ряда. Итак, вяжем 2 лицевые, раз, два, и делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова 2 лицевые, раз, два, и снова делаем убавку. Снова 2 лицевые, одна с одной спицы, вторая с другой. И далее снова убавляем. 2 лицевые, раз, два, убавка. И 2 лицевые, раз, два. Далее мы вяжем по кругу лицевыми еще 2 ряда. Я довязала 2 последних лицевых ряда, нить отрезала, оставив небольшой конец, и теперь пересниму все петли на эту нить. Опять-таки провязываю как лицевую, нить вытягиваю, петлю снимаю. Продолжаем так снимать петли с 2 спиц. Теперь мы стягиваем наши петли и делаем узелок. Все, затянули. Вот такой хвост у нас получился. Нитку убираем вовнутрь при помощи крючка. Наполнителем также хвостик наполнять не нужно. То есть он в таком виде должен остаться. Все детали нашей игрушки связаны. Осталось их пришить. Сначала я начну пришивать голову к туловищу. Для этого я при помощи спицы ее закреплю. Вот сейчас одну вставлю и еще вторую. Вот, чтобы она у нас была зафиксирована. И далее при помощи иголки с ниткой я вставила темную нить в иголку и буду пришивать стежками голову к туловищу. Начинаю я сзади. Сначала закрепляю нить на туловище. И далее стежками буду пришивать. Сначала захватываю голову, потом туловище. Перехожу снова к голове. И далее снова туловище вставляю иголку. И вот таким вот способом по кругу нужно пришить нашу голову. Итак, голову я пришила. Далее присоединяю верхние лапки и будем сейчас их пришивать. Я буду пришивать той же ниткой с иголкой. Вот уже вставила в лапку, вывела нить. И теперь способом туда-обратно, из одной лапки в другую, сейчас будем пришивать. При таком способе наши лапки будут двигаться туда-сюда. И вот нужно сделать таких несколько стежков. Далее вывожу иголку под лапку. И сейчас тут зафиксирую узелком. Все, верхние лапки у нас пришиты. Далее нужно пришить нижние лапки, обычно просто к низу туловища. И сзади также пришить просто к низу наш вот хвостик. Вот таким вот образом. Еще для нашей игрушки я решила связать полосатый длинный шарфик, чтобы ее украсить. Вязала я из 3 цветов нити. Это светло-коричневая, бежевая и белая нить от пуха норки. Вязала на 2 спицах. Нужно набрать 8 петель
и вязать по 2 ряда каждого цвета. Один ряд лицевой и один ряд изнаночный. Шарфик я довязала. Вышел он у меня в длину 35 сантиметров. Вы можете связать такой же длины, либо покороче, это уже на ваше усмотрение. Все, наша игрушка теперь полностью готова. Сейчас я добавлю красивый шарфик. Украсим нашего бобренка. Теперь он у нас будет модный. Ну, можно вот так примерно сделать. Вот, если вам понравилась данная игрушка, поставьте, не забудьте, пожалуйста, лайк или напишите комментарий, мне будет очень приятно. И вяжите себе обязательно такую замечательную зверюшку. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока!